Приветствую вас на мастер-классе по вязанию джутового шопера. В этом видео я подробно покажу и расскажу, как я его вязала. Сумка у нас основана на донышке, состоящем из столбиков без накида. Далее мы из донышка вывязываем 4 стенки, переднюю, заднюю и боковые. По отдельности вывязываем вот таким красивым цветочным ажурным узором. И после того, как мы поднимаем все стенки, мы их сшиваем между собой крючком, а также столбиками без накида. И в конце прикрепляем ручки. И перед тем, как начать вязать донышко, давайте свяжем образец такого цветочного узора, познакомимся с этим узором и при необходимости сделаем замеры образца. Для узора необходимо набирать количество петель кратное 6 плюс 1 петля для асимметрии. Я для образца наберу 13 воздушных петель. Один, два, три. Делаем одну воздушную петлю для подъема и первый ряд провязываем столбиками без накида. Во вторую петлю от крючка я вяжу за верхнюю дужку, провязываем полностью до конца столбики без накида. Первый ряд готов. В этом узоре лицевой ряд будет выступать изнаночным. То есть вот мы сейчас переворачиваем наш первый ряд как бы на изнаночную сторону, но в этом узоре эта вот сторона изнаночная, она будет считаться лицевой. Приступаем к вязанию второго ряда. Делаем 3 воздушные петли. Переворачиваем полотно. В четных рядах у нас вот эти вот петли подъема, как мы привыкли, да, вот их оценивать, что это петли подъема, которые не включены в узор. Здесь мы будем их включать в узор в некоторых рядах, я буду об этом говорить, где именно. И вот эти вот 3 воздушные петли, которые мы с вами якобы для подъема на следующий ряд набрали, они здесь в этом ряду выступают за столбик с одним накидом. И вот эта верхняя горизонтальная петля, первая, откуда они выходят, она у нас как бы уже заполнена, как будто бы мы сюда уже провязали столбик с одним накидом. Дальше вот этот вот ряд, который второй мы будем провязывать, он у нас в принципе как и первый не будет больше повторяться в узоре. Это такие базовые ряды, да, основа узора. Второй ряд очень похож на то, что мы будем провязывать дальше, но немножко не то. Сейчас мы будем формировать 2 лепестка одного цветочка. Вот так это выглядит. Вот один лепесток, вот второй лепесток. Лепестки у нас состоят из 3 столбиков с 2 накидами из одной точки с одной вершиной. И между ними, между лепесточками одного цветка у нас 5 воздушных петель. Значит, вот 3 воздушные петли — это столбик с одним накидом, который мы уже провязали вот в первую верхнюю горизонтальную. Дальше мы должны отступить 2 горизонтальные верхние, 1, 2, и в третью начинаем провязывать лепестки. Сделали 2 накида и заводим вот под верхнюю горизонтальную, провязываем неполные 3 столбика. 1, 2, 3. 3 столбика провязали, 4 петли на крючке провязываем за раз вместе. Первый лепесток с наклоном вправо готов. Дальше делаем 5 воздушных петель.
вот сюда, в эту же точку, провязываем еще один лепесток. 2 накида, неполные 3 столбика. Три столбика готово, 4 петли на крючке провязываем вместе за один раз. Так, все готово. 2 лепестка одного цветочка. Между ними вот такая арка, цепочка из воздушных петель. Она нам дает вот этот наклон лепестков, и также она будет у нас выступать дальше такая основа для горизонтального лепесточка. Вот такого. Приступаем к вязанию следующего элемента. Для этого нам нужно пропустить 5 верхних горизонтальных петель. Вот 1. Не потеряйте ее, она вот немножечко здесь скрыта за этими столбиками. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-ю петлю провязываем такой же элемент. 2 накида. В одну точку делаем 3 неполных столбика с 2 накидами. Готово. 4 петли на крючке провязываем вместе. Делаем 5 воздушных петель. 2 накида, и сюда в эту же точку провязываем еще 3 столбика с 2 накидами с одной вершиной. Четыре петли вместе провязываем. Готов второй элемент второго цветочка. И дальше вот смотрим, у нас в конце остается 3 верхние горизонтальные петли. Да, все правильно идет у нас. Вот 1, 2, 3. И помню, как у нас начинался узор. У нас был сымитированный столбик с накидом, потом мы 2 верхние горизонтальные петли пропускали и в третью провязывали лепесточки. Здесь мы также вот после провязанных лепесточков пропускаем 2 верхние горизонтальные и в третью вяжем столбик с одним накидом. Делаем 1 накид и в последнюю петлю провязываем столбик с накидом. Готово. Провязали второй ряд. Вяжем 3-й изнаночный ряд. Этот ряд у нас будет повторяться в каждом нечетном ряду через 1, то есть в 3-м, в 7-м, в 11-м и так далее. Делаем 1 воздушную петлю для подъема. Здесь эта воздушная петля будет выступать за воздушную петлю, она не входит в узор. И вот подходим к такой первой точке, куда мы будем провязывать первый столбик. Вот 2 петля от крючка, верхняя горизонтальная. Я опускаюсь не под петлю, а еще вот под эту ниточку. Завожу крючок и привязываю столбик без накида. Дальше подходим к цепочке из воздушных петель. Цепочку мы всегда будем обвязывать одинаково, так же как и сейчас. Это будет вот прям под арку, заходим под цепочку и провязываем столбик без накида. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. И дальше провязываем столбик с одним накидом. Да, вот так вот мы поднялись. Дальше спускаемся, провязываем полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот так у нас получается такая горочка. Дальше вот это пространство между лепестками мы тоже будем провязывать всегда во всех нечетных рядах одинаково. Заводим крючок, да, не под верхнюю горизонтальную, а спускаемся еще вот сюда и провязываем столбик без накида. Дальше снова цепочка, обвязываем ее такой горочкой,
столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, самый высокий, и потом спускаемся вниз, полустолбик с накидом, столбик без накида. И подходим к концу ряда. Ряд у нас начинался столбиком без накида. Да, вот мы тоже здесь провязываем столбик без накида в эту арку между воздушными петлями и лепесточком. Все, провязали третий ряд. Вяжем четвертый лицевой ряд. Смотрите, набираем здесь вот 5 воздушных петель. Сейчас поясню. 3, 4, 5. Здесь у нас 5 воздушных петель. Это будет столбик с накидом 3, да? И оставшиеся 2 это 2 воздушные петли. И сюда, в эту же точку, откуда у нас выходят воздушные петли, вот в самую первую верхнюю горизонтальную петлю, мы будем формировать один лепесточек с наклоном влево. Для того, чтобы лучше запомнить, вот с чего начинать узор, потому что у нас будет чередоваться начало, да, когда у нас слишком далеко вот эта серединка, да, то есть у нас перед началом ряда у нас вот такая горочка, и вот эта вот серединка, цветочка у нас далеко, тогда мы здесь начинаем ряд с одного лепесточка. Да, то есть вот 5 воздушных петель и сюда же лепесточек провязываем. Второй еще будет вариант начала узора. В следующем ряду четном мы с вами с ним встретимся, и там я тоже поясню, сакцентирую на это внимание, для того, чтобы вы вот прям четко запомнили, когда, в каком именно ряду и как начинать ряд. Дальше делаем 2 накида и в эту же первую петлю провязываем один лепесток. То есть 3 столбика с 2 накидами с одной вершиной. И 4 петли на крючке провязываем вместе. Вот начало нашего ряда. Дальше мы, как и в первом лицевом ряду, да, вот с этими лепесточками, мы между цветочками пропускаем 5 воздушных петель. Ну, здесь особо считать нам уже не надо, мы просто будем вот в серединку, да, вот в самую низкую точку, там где вот у нас идут лепесточки по обе стороны, и вот сюда мы будем провязывать следующие 2 лепесточка. Вот раз, два, три, 4, 5. Вот в шестую, вот сюда мы будем провязывать лепестки. 2 накида, три столбика провязали, закрываем 4 петли за один раз. Дальше делаем 5 воздушных петель и в эту же точку провязываем лепесток с наклоном влево. 3 столбика с 2 накидами с одной вершинкой. 3 столбика, 4 петли на крючке, закрываем вместе. Так, и дальше вот в самую низкую точку идет, то есть в последнюю петлю провязываем вот такой элемент: лепесток, потом 2 воздушные и столбик с одним накидом. Как начинаем ряд, так и заканчиваем его, отзеркаливая. Делаем 2 воздушные, вяжем один лепесток с наклоном вправо, он у нас получится. Три столбика, 4 петли на крючке провязываем вместе. Дальше делаем 2 воздушные петли, накид, и в эту же точку вяжем столбик с одним накидом. Так, все.
Готово. Провязали 4-й лицевой ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. 5-й ряд у нас будет начинаться по-другому, не так как предыдущий изнаночный нечетный ряд. Здесь мы делаем 3 воздушные петли, переворачиваем полотно, и вот сюда, в эту цепочку из 2 воздушных петель, мы провязываем половинку вот этого нашего лепесточка, который мы вяжем всегда вот под 5 воздушных петель. И здесь, в этом ряду, вот эти 3 воздушные петли у нас включены в узор. Это не просто воздушная петля для перехода. Это 3 воздушные петли, соответственно, столбик с одним накидом, как бы середина нашего горизонтального лепесточка. И дальше мы делаем накид, провязываем сюда полустолбик, да, спускаемся вниз. И затем столбик. Получилась такая половина лепесточка. Дальше подходим к середине между цветочками. Там провязываем, вот так спускаюсь вниз, столбик без накида. Дальше цепочка из 5 воздушных петель, полный горизонтальный лепесток, это столбик без накида, полустолбик с одним накидом, столбик с накидом и спускаемся вниз, полустолбик с накидом, столбик без накида. Дальше пространство между цветочками, столбик без накида, и подходим к концу ряда. Здесь под 2 воздушные петли, под эту арку мы вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом и вот последний столбик с одним накидом. Здесь он у нас был сымитирован 3 воздушными петлями. Здесь это стандартный столбик с накидом. Провязали 5-й ряд изнаночный. Переходим на вязание 6-го ряда. Это будет лицевой ряд. Здесь мы формируем лепестки вертикальные. Здесь делаем 1 воздушную петлю для подъема. Переворачиваем полотно. И здесь у нас тут 1 воздушная петля. Она у нас как петля для подъема. Она не включена в узор. Здесь этот 6-й ряд и все последующие четные ряды, которые у нас будут чередоваться через 1, да, то есть это 10-й ряд у нас будет вязаться точно так же. Здесь мы начинаем со столбика без накида, а потом подходим к серединке между лепесточками, да, вот видите, она здесь у нас рядышком, провязываем 2 лепестка. То есть, грубо говоря, как мы вязали 2-й ряд, мы там пропускали 2 верхние горизонтальные петли и вязали лепестки. То есть здесь у нас мы провяжем вот сюда в первую верхнюю горизонтальную столбик, потом отступим 2 петли и сформируем 2 лепесточка. И дальше снова пропускаем вот эту вот горочку, да, горизонтальный лепесток. И в серединку будем провязывать 2 лепесточка. И потом подходим к концу и закончим ряд, пропуская 2 верхние горизонтальные и провязывая столбик без накида. Итак, 6-й ряд. Воздушная петля — это петля для подъема. Вот во 2-ю петлю от крючка, вот сюда, в первую верхнюю горизонтальную, провязываем столбик без накида до начала ряда. Здесь вот 2 пропускаем и в серединку, ну, она здесь хорошо видна, провязываем лепесточки. Пять воздушных петель. И с наклоном влево. Готово, провязали все вместе. Вот что у нас получается. Вот так. И я надеюсь, что здесь вы уже немножечко понимаете, да, как мы будем чередовать вот именно вот это начало ряда. То есть если у нас вот эта серединка далеко, она как бы находится внизу вот этого лепесточка горизонтального, то здесь мы начинаем ряд
с 5 воздушных петель. Это имитация столбика с накидом и 2 воздушные. И сюда же, в эту точку, мы вяжем первый лепесточек. Если у нас близко вот эта точка, куда нам нужно провязать лепесточки, то мы ряд начинаем со столбика без накида. Провяжите несколько рядов и усвоите узор. Он на самом деле очень простой. Чередуем ряды через один. Это я говорю про лицевые и изнаночные, то есть лицевые ряды у нас повторяются через один лицевой ряд, у нас повторяется узор. Да, здесь две комбинации, два варианта начала, и лицевых, и изнаночных. И подходим к концу ряда. Здесь пропускаем 2 верхние горизонтальные петли. Здесь мы их отсчитывать не будем, просто вот сюда, вот в это пространство я завожу крючок и провязываю столбик без накида. Все, готов 6-й ряд. Переходим на вязание 7-го ряда. 7-й ряд у нас повторяет 3-й ряд. Делаем одну воздушную петлю для подъема, поворачиваемся и вяжем изнаночный ряд, начиная с одного столбика без накида вот в первую точку. То есть вот смотрите, сделали одну воздушную петлю, она как петля для подъема, и вот первая верхняя горизонтальная петля в ряду, сюда провязываем столбик без накида. Дальше, как обычно, обвязываем цепочки из воздушных петель. И в конце, вот верхняя горизонтальная, сюда вяжем столбик без накида. Провязали 7-й ряд изнаночный. 8-й ряд у нас повторяет 4-й ряд. И здесь вначале набираем 5 воздушных петель. 3 из них это имитация столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. Перевернем, и сюда в эту же точку, в самую первую верхнюю горизонтальную, мы провязываем один лепесточек, потому что у нас вот эта точка для 2 лепестков у нас находится далеко, вот за вот этим лепесточком, за этой горочкой. 2 накида и провязываем лепесточек с наклоном влево. 3 столбика провязали, закрываем, подходим к центру, сюда провязываем 2 лепесточка. Все, и заканчиваем ряд одним лепестком с наклоном вправо, 2 воздушными и столбиком с одним накидом, все в одну точку. Лепесток, 2 воздушные и столбик с накидом. Все готово, провязали 8-й ряд лицевой. 9-й ряд у нас повторяет 5-й ряд, и здесь мы начинаем с 3 воздушных петель, они включены в узор, они имитируют столбик с одним накидом, и дальше вот эта вот арка из
2 воздушных петель, это половинка горизонтального лепесточка, соответственно, она состоит из 3 воздушных петель, это столбик с одним накидом, имитация, полустолбик, столбик. Затем всегда дальше у нас вот эта вот центральная часть изнаночного ряда провязывается всегда во всех изнаночных рядах одинаково. Между лепестками это столбик с накидом, дальше здесь вот такая вот горочка, начиная со столбика, потом полустолбик с накидом, столбик с накидом, да, самая высокая часть, и спускаемся вниз. Дальше снова между цветочками у нас столбик без накида, и заканчиваем ряд так же, как и начинали, отзеркаливая его. Да, здесь вот мы поднимаемся, идем на подъем, вот этот полулепесток горизонтальный у нас идет на подъем, столбик, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом и так далее. Чередуем узор так, как описано в инструкции. Я думаю, что точно уже не запутаетесь после такого количества провязанных рядов. И дальше можно уже погладить наш образец и сделать замер. Получим количество сантиметров в количестве наших воздушных петель. Это тоже будет все инструкции, не буду на этом останавливаться. Очень надеюсь, что не запутала вас этим узором, что было все доступно и понятно, что вы все поняли. И приступаем к вязанию донышка. Донышко у нас состоит из начальных 13 воздушных петель и вяжем на высоту 37 рядов. Вяжем столбиками без накида. Помним, что у нас и цепочка воздушных петель, и количество рядов должны быть кратные 6 плюс 1 петля для симметрии. Самым обычным способом набираем 13 воздушных петель. Делаем одну воздушную петлю для подъема и первый ряд провязываем, как и все последующие, столбиками без накида. Здесь в донышке я начинаю ряд следующим образом. Вот эту косичку опускаю вниз и здесь нахожу такие вот перемычки. Вот они. Вторая петля от крючка, вот петля подъема, вот вторая петля от крючка, первая для узора, ее перемычка, так вот петля и вот перемычка. Завожу сюда крючок и провязываю столбик без накида, и так до конца ряда. И последняя 13-я перемычка. Все, провязали первый ряд. Сейчас кончик от цепочки воздушных петель я подниму вот на эти верхние горизонтальные, захожу внутрь последней верхней горизонтальной петли за левую стенку последнего столбика и захватываю кончик, вывожу его наверх. Делаю одну воздушную петлю для подъема и провязываю второй ряд столбиками без накида, постепенно ввязывая кончик. Крючок заводим под обе дужки верхней горизонтальной. Подходим к концу 37 ряда. Так, все, и на этом донышко завершено. Сейчас, не обрезая нити, мы будем поднимать одну из боковых стенок.
Для этого просто делаем одну воздушную петлю для подъема и провязываем первый ряд боковины цветочным узором. В первом ряду это столбики без накида, провяжем их. И 13. Итак, первый ряд для боковины провязали, и далее мы вяжем цветочным узором. Всего у нас должна получиться 21 ряд с учетом вот этого первого ряда, да, то есть еще 20 мы вяжем. Вяжем, как и в образце, вот делаем 3 воздушные петли. Помню, что здесь это имитация столбика с накидом, и он провязан уже в первую верхнюю горизонтальную. Дальше мы отступаем 2 верхние горизонтальные, делаем 2 накида и провязываем лепестки. Пять воздушных петель. Следующий лепесток в эту же точку. Закрываем, 2 накида, 5 пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую вяжем пару лепестков. Закрываем, пропускаем 2, 1, 2, и в последнюю вяжем столбик с одним накидом. Дальше 1 петля для подъема, поворачиваемся на изнаночную сторону узора, вяжем 3 ряд. Все как в образце, я не буду сейчас останавливаться и снова разъяснять правила вязания этого узора. Вяжем самостоятельно на высоту 21 ряд. И встречаемся с вами в конце. Вяжите, пожалуйста, самостоятельно. Итак, я закончила вязание первой боковой стенки. По окончанию я обрезаю нить. Можно, конечно же, оставить такой большой хороший отрезок для того, чтобы потом им сшить обе стороны, но я предпочитаю просто отрезать и потом начать новой нитью сшивать, чтобы избежать вот этого не очень приятного момента, когда не хватает нити. Поэтому здесь я также оставляю с таким хорошим запасом ниточку, обрезаю и высвобождаю ее полностью из петли. Оставляю вот так, потом при сшивании я просто ее проложу вдоль детали и буду ввязывать. И сейчас буду вязать вторую боковую стенку. Здесь, смотрите, мы укладываем деталь нашу, получившуюся вот таким образом, чтобы у нас была изнаночная сторона узора. И вот отсюда начинаем вывязывать первый ряд для второй стенки боковой. Вот верхние горизонтальные петли, и под них вкалываем крючок и набираем отсюда 13 воздушных петель. Кончик ввязываем. Так, хвостик оставляем на изнаночной стороне узора. Если на нас смотрит лицевая часть столбика, значит это изнанка узора, помним об этом. И аналогично первой боковой стенке вяжем вторую. Помним, что всего у нас 21 ряд. Первый мы уже провязали. Дальше вяжем по узору 20 рядов и
Так же, как и в конце первой стенки, обрезаем ниточку, оставляю кончик подлиннее и встречаемся с вами на вывязывании передней стенки. И хочу остановиться еще на таком моменте. Во втором ряду, когда мы провязали уже последний элемент, состоящий из лепестков, нам необходимо в конце ряда провязать столбик с одним накидом, но мы приходим к тому, что у нас нет последней верхней горизонтальной петли, то есть вот первая, вторая, а третьей нет. Все потому, что вот у этого первого столбика, да, мы его начинали ввязывать с новой нити, то есть у нас не было какого-то конкретного начала, и соответственно верхней горизонтальной петли у него нет, поэтому здесь мы просто заходим внутрь столбика, вот так, вот столбик последний, вот он, и с изнаночной стороны вот так он выглядит, вот его шляпка, и между вот этих двух ножек вкалываю крючок, захожу внутрь столбика и сюда прикрепляю последний столбик с одним накидом, вот так. То, что здесь не совсем ровный край, пускай вас это не пугает, мы потом будем отсюда вывязывать стенку, и потом это все спрячется за швом. Все, продолжаем дальше. Всего 21 ряд, помним. Так, вторая боковая стенка у меня готова. Обрезаю нить, оставляю кончик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. Так, оставляю так. Вот эту нить я тоже обрезаю, эту кончик, который мы ввязывали. Так, укладываем все, что у нас получилось, изнаночной стороной к нам, изнаночной стороной узора. И начнем сейчас поднимать с двух краев стенки, переднюю и заднюю. Всего у нас здесь, мы помним, 37 рядов было отведено на переднюю и заднюю стенки. И, соответственно, у нас первый ряд будет состоять из столбиков без накида. Поднимаем отсюда 37 столбиков без накида. Так, смотрите внимательно. Вот самый-самый крайний ряд. Это лицевая сторона столбика без накида. Да, вот этот ряд. Это первый ряд на боковой стенке. Опускаемся ниже и попадаем на изнаночную сторону столбиков без накида. Это, ну, пускай будет первый ряд, обозначим его так. Первый ряд для передней стенки. Будем сейчас вязать переднюю стенку условно. И смотрите, вот здесь я вкалываю крючок, нахожу самый крайний столбик и вкалываю вот прям под столбик. Вот сюда. Дальше спускаемся ниже, второй ряд. Это лицевая сторона столбиков. Здесь также вот сюда. Дальше вот сюда. Вот сюда. То есть вот в эти точки мы будем вкалывать крючок и вывязывать столбики. И давайте начнем. Начинаем отсюда. Заводим крючок и присоединяем нить. Провязываем так вот первый столбик. Дальше спускаемся ниже. Второй. Третий. Четвертый. И так далее до конца. Всего 37. Поправляем кончик. Тридцать пять, 36 и последний 37. 37. Все, и дальше у нас уже идет, мы видим другое направление столбиков, и это явно нам говорит о том, что это уже боковая стенка. Обязательно проверяем, чтобы у нас получилось 37 столбиков, да, начинаем вот с первого. Помним, что когда мы присоединяем новую нить и вывязываем столбики, то у нас верхней горизонтальной петли нет. Так что если вы будете считать по верхним горизонтальным, у вас получится 36 столбиков. Поэтому здесь лучше считайте по галочкам, да, вот первый столбик,
второй, третий и так далее. Ну, либо же по верхним горизонтальным, но помните, что их должно быть на 1 меньше, чем нужное количество столбиков. Все, и дальше мы поднимаем стенки точно так же, как и боковые, нашим узором на высоту 21 ряд. Вот первый ряд уже провязали, то есть 20 рядов еще вяжем узором. И потом также обрезаем нить, оставляем кончик подлиннее. И здесь переходим затем на вязание, допустим, задней стенки, да, вот это будет передняя, это задняя. И здесь точно так же. Вот это первый ряд от боковой стенки. И дальше идем, вот смотрим, 1, потом сюда вот 2, потом 3, вот сюда, потом 4, вот так. И вот таким образом, вкалывая крючок, начинаем поднимать первый ряд стенки. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся на сшивании. Так, все, у меня уже готовы все стеночки. Вот так это выглядит. С донышка все аккуратно вывязано. Везде 21 ряд на боковых и на передней и задней стенках. Перед тем, как сшить все стенки, я советую прогладить полностью эту всю нашу получившуюся деталь. Поверх можно положить какое-нибудь тонкое полотенце, либо ткань, и смело пройтись утюгом с применением пары обязательно. Допустим, отгладили, и руками все можно вот так вот аккуратно разровнять, распрямить, где это необходимо, потянуть, и получите идеально ровные стеночки. И потом будем сшивать. Все отпариваем и потом сшиваем. Так, все, я уже все прогладила. Полотно стало такое более податливое, мягкое. Приступаем к сшиванию. Сшивать мы будем крючком, столбиками без накида на лицевой стороне. Для того, чтобы получить вот такие симметричные швы с изнаночной стороной столбика на лицевой стороне, мы будем с правой стороны начинать шов прокладывать снизу вверх, а с левой стороны сверху вниз. Вот, чтобы там получить вот изнаночную сторону на лицевой. А с вот этим кончиком я решила, что я его еще вот здесь в крайние петельки слегка вот так вот пропущу и обрежу. Не буду оставлять такой сильно большой, это ни к чему. И вот так вот в произвольном порядке, просто самые крайние петельки, которые попадаются, вот таким образом пропускаю этот кончик, запутываю. Так, ну и на этом, думаю, достаточно. Обрежу ниточку. Все, и так оставляем. За счет того, что джут это натуральное волокно, здесь очень много ворсинок, это создает такой эффект сцепкости, да, если можно так сказать. Поэтому беспокоиться за то, что кончик вылезет, ну, можно особо не беспокоиться. Плюс мы еще зафиксируем это все столбиками. Все, и так проделаем с каждым кончиком. И приступаем к сшиванию. Я буду начинать с правой стороны. Шов прокладываем снизу вверх, да, на правой стороне. И здесь, смотрите, по точкам соединения у нас в стенках было по 21 ряду. Но это не значит, что в шов мы должны закладывать 21 столбик. Да, мы сшиваем столбиками без накида. Здесь у нас по краям разные виды столбиков. Здесь у нас и столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Поэтому там, где у нас на краю столбик без накида, там мы сшиваем одним столбиком. Там, где у нас 3 воздушные петли, мы сшиваем 3 столбиками, да, то есть вот сюда вот, здесь вот сшиваем 3 столбика, провязываем. Там, где у нас вот столбик с накидом, сюда мы провязываем, здесь вот смотрите,
основание столбика, вот он столбик с накидом, его основание, и потом уже идет верхняя часть. Сюда можно либо сюда и сюда провязать, либо же просто вот сюда, в эту точку, которая такая пошире дырочка, сюда просто провязать 2 столбика. Все, и так мы сшиваем до конца. Сейчас еще вместе все свяжем. Итак, первый ряд соединений у нас будет это столбики без накида. Здесь мы провязываем 1 столбик. Ищем в передней стенке самый крайний столбик в первом ряду стенки. И в боковине тоже самый крайний столбик в первом ряду. В передней стеночке мы заводим крючок с лицевой на изнанку. В боковину заводим с изнанки на лицевую. Вот крайний. Вот он ряд идет столбиками. Прикрепляем нить, провязываем. Кончик будем вязывать от рабочей нити. Дальше поднимаемся второй ряд узора. Здесь на краю у нас 3 столбика, точнее 3 воздушные петли. Сюда провязываем 3 столбика. Подтягиваем кончик. Дальше следующий ряд заканчивался столбиком. Сюда мы провяжем 1 столбик. Дальше 3 воздушные. Сюда провязываем 3 столбика. Столбик с одним накидом. Можно либо вот сюда провязать 1 столбик и 1 столбик, либо же просто вот сюда. Раз и 2. Дальше столбик. Сюда провязываем 1 столбик. Дальше 3 воздушные. И столбик с накидом. Провязываю сюда 2 столбика. Все, и так далее до конца ряда. Если вам где-то хочется провязать еще 1 столбик, то можете это сделать. И в конце здесь сделаем присоединение вот так вот под столбик. И плюс под верхнюю горизонтальную, самую последнюю. Вот так, все. Вот такой шов получается. Я уже обрезала кончик и прячем его в произвольном порядке на изнаночной стороне. И приступаем к сшиванию с левой стороны. Здесь мы начинаем шов сверху вниз. То же самое здесь, как мы и заканчивали с противоположной стороны. Здесь мы цепляемся еще и провязываем столбики соединения, да, за верхние горизонтальные петли. Соединились. И тут же провязали столбик.
И дальше вот у нас последний ряд, это заканчивался столбиком с одним накидом. Сюда мы провязываем 2 столбика. Все, и по такому же принципу сшиваем эту сторону. Подходим к концу. У нас 3 столбика под воздушные 3 петли и 1 столбик. Да, соединяем последние ряды. Так, все. Обрезаем нить. Высвобождаем полностью ниточку. И с изнаночной стороны заводим крючок в ближайшую точку для того, чтобы захватить вот эту вот ниточку, кончик, и уходим на изнанку. Все, и на изнанке прячем в произвольном порядке. Так, все, переднюю стенку с боковыми стеночками мы соединили. Это изнанка. Так выглядит лицевая. Все, и аналогичным образом поворачиваем сумочку и сшиваем с обратной стороны. Справа шов прокладываем снизу вверх, а слева прокладываем шов сверху вниз. Ну что же, все стеночки у нас сшиты, вот что получается. Сейчас, конечно же, необходимо еще раз пройтись утюгом именно по швам, для того, чтобы их выровнять. И на этом все. Сейчас давайте отгладим и вместе прикрепим ручки. У меня ручки вот с таким креплением. Я их прикрепляю таким образом. Вот определяю крайние цветочки. Вот крайние. И предпоследние. Буду работать с предпоследними. Завожу кончик ручки под цветочек и вывожу над цветочком. Все, и закрепляю. Так. Вот наша изнанка. И лицевая. Ну что, на этом все. Я благодарю вас за проявленный интерес к этой модели. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Мы обязательно с вами еще что-нибудь интересное, новое повяжем. Но вам желаю связать много таких экологичных и стильных шоперов для себя, для своих заказчиков, для своих близких. И всего доброго. Пока-пока.